Для снуда я взяла вот такую пряжу. Это Alize Angora Real 40. Цвет здесь у меня 450. Такой он молочно-белый, я бы сказала. Очень-очень приятный цвет. Состав, так, у нас здесь 100 грамм 480 метров. А состав, вот, 60% акрил, 40% шерсть. Ниточка в меру пушистая. Это придает ей такого интересной фактуры. И очень она, в принципе, приятная на ощупь. Поэтому будем вязать из нее. Крючок здесь, конечно, рекомендуется 1,4 мм, либо спицы вот 2,5-5. Я возьму для своего снуда, я возьму крючок 3 мм. Я буду вязать очень-очень неплотно, для того, чтобы он был более объемным, более пышным. Изначально планировала взять крючок номер 5, но подумала, что будет мне слишком как-то тяжело вязать таким большим крючком. Не люблю вязать, потому что ниточка, в принципе, тоненькая. Вот, смотрите. Здесь практически 500 метров в 100 граммах, то есть 480, да, если я не ошибаюсь. Да, 480. Вот, поэтому, если хотите более плотный снуд, берем примерно крючок 2,5-2. Вот, на шапку, наверное, я буду 2 или 2,5 брать. На снуд я возьму 3. Вот, и буду вязать не плотно. Сбоку прикрепила табличку, размеры снуда. То есть вы можете связать по своему размеру. Я буду вязать шириной 20 сантиметров, точнее высотой, да, это будет у меня. Вот, вот оно 20 сантиметров примерно. И длиной, ну, примерно 120, да, вот как и в таблице, в принципе, указано. Но буду примерять, буду смотреть. В конце видео я вам точные параметры уже снуда я скажу. Можете связать на свой размер, набираете просто цепочку воздушных петель той высоты, которая вам нужна. У меня будет идти поперечное вязание, то есть мы вяжем вот так вот в длину, да, вот так вот будет вязаться это все. То есть вы набираете высоту снуда, судя по табличке, ну, либо по своим каким-то ощущениям. Итак, набираем цепочку воздушных петель, делаем изначально первую петельку, все как обычно. Фиксируем ее вот в петелечку. Делаем, да, петельку. И набираем по необходимой высоте. У меня должно быть 20 сантиметров. Вот буду примерно набирать, сколько мне нужно. 1, 2. Я не набираю туго первую цепочку, естественно, 3. То есть немножко подвытягиваю. 4, 5, 5, 6. Вы набираете столько, сколько вам нужно. На мою высоту, то есть 20 сантиметров, у меня получилось 32 петельки. Плюс я набираю сейчас еще 2 петли подъема. 1, 2. Да, нужно как бы приноровиться к крючку больше. Я все время вяжу по размерам, то есть если тонкая пряжа, я беру и крючок поменьше. Здесь крючок побольше, пятеркой, наверное, было бы очень сложно для меня вязать. Но это так, отступление. Теперь у нас первый ряд идет столбики, полустолбики с накидом. Делаем накид. И во вторую вот петлю от крючка, вот первая, вот вторая. Во вторую петлю от крючка мы вяжем полустолбик с накидом. Для тех, кто не знает, как вязать полустолбик, сейчас покажу. Делаем накид, вводим крючок в петлю, захватываем рабочую ниточку, выводим ее и провязываем все 3 петли, которые у нас на крючке. Вот. Снова накид, следующая петелька. Протаскиваем рабочую ниточку, у нас 3 петли на крючке, мы захватываем снова ниточку и провязываем все 3 петельки. Так мы вяжем до конца ряда все 32 петли. Смотрите, если вы вяжете из ангоры, так как и я, ну или из мохера, ангоры, то есть из какой-то вот такой пушистой пряжи, учтите обязательно, что распускать ее очень трудно. И поэтому либо пересчитывайте сразу петли, если вы вяжете не так давно, ну вот, либо каждый ряд считайте, что вот 32 столбика у нас должно получиться, и вот в каждом ряду у нас должно получаться 32
полустолбика. Все, вот как бы не больше, не меньше. Либо, даже не знаю как, ну, в общем, нужно пересчитывать, если вы не уверены, как бы, да, в своих навыках. Поэтому вот 32 вяжем, 30, вот вы изначально сколько у вас получилось, может быть у вас будет не 32, может быть у вас будет больше либо меньше, смотря какой вы крючок возьмете, смотря какая у вас высота снуда. Поэтому обязательно пересчитывайте, пожалуйста, и край ровный тоже делайте, то есть чтобы у вас не было каких-то недочетов, потому что вот это вот распустить потом, оно путается, качество нити портится, и это очень, очень неприятно потом распускать в принципе. Поэтому пересчитывайте. Вяжем до конца полустолбиками с накидом. Довязали до конца ряда. Делаем 2 воздушных петли. Разворачиваем вязание. Теперь далее у нас будет происходить вязание за заднюю петлю полустолбиками с накидом. Показываю, где находится задняя петля для тех, кто не знает, для новичков. Вот так мы держим вязание. Если мы немножко вывернем ручку, то вот есть передняя петля, есть задняя. Вот задняя, вот передняя. Передняя, задняя, передняя, задняя. Видите, как косичка идет? Вот за вот эту петельку, за заднюю, мы и будем вязать вот за нее. То есть мы не будем вязать вот сюда, как при стандартном способе. Мы будем вязать вот за заднюю петельку. Делаем накид. И вот в первую петельку мы вводим крючок и провязываем полустолбик с накидом. Такие же полустолбики, как мы вязали в первом ряду. Снова накид. Вот она, задняя. Немножко ручку придется вот так выгнуть. Тогда все увидите, все поймете. За заднюю петельку захватываем и провязываем вот такой полустолбик. Снова за заднюю петельку и провязываем. Вот она, задняя петелька наша. Мы за нее захватываем, провязываем наш полустолбик. Так мы вяжем до конца ряда. Я довязала практически до конца, у меня осталась последняя петелька. Хочу показать, особенно вот для новичков, последнюю петельку мы обязательно тоже провязываем, чтобы был ровный край. Мы делаем накид. Вот она петелька, она иногда бывает вот прячется там в вязании. То есть мы точно так же за заднюю стеночку провязываем полустолбик с накидом. Вот, и тогда у нас получится край ровненький. Но еще, как я говорила, первые хотя бы ряды пересчитывайте. То есть если у вас 32 петли, как у меня, то должно быть 32 полустолбика в каждом ряду. Вот, если вы вяжете, видите, здесь 31, значит, естественно, мы эту провязываем. То есть это последняя, она остается. Если у вас вдруг сомнения, провязывать там что-то нужно или нет. Смотрите, когда мы вяжем за заднюю стеночку, у нас получается вот такая, вот такой как рубчик, да. Вот, и он будет у нас теперь постоянно, поэтому вот будет вырисовываться вот такой узор. Здесь мы провязали, здесь мы снова делаем 2 воздушных петли, то есть в конце каждого ряда, да, разворачиваем вязание и повторяем все аналогичным образом. Вот она петелька наша задняя, мы за нее вяжем полустолбик, все вяжем за заднюю стеночку, за заднюю вот эту петельку. Ее называют по-разному: задняя дужка, задняя стенка, задняя петля, полупетля ее называют. То есть полустолбиками с накидом мы это все вяжем до конца точно так же ряда. Затем поднимаемся на 2 воздушных петли, разворачиваем вязание и снова вяжем в обратном порядке. То есть вот это в принципе и весь узор. Мы так вяжем, то есть снуд у нас вот он идет вот так поперек. Мы так вяжем до необходимой вам длины. Длину вы уже определились, думаю, по таблице. Вяжете ребенку, вяжете там свою длину. У меня будет длина примерно метр 20. То есть, ну, буду смотреть. Вот, в конце в итоге скажу, сколько у меня получилось. И скажу, сколько пряжи у меня ушло на этот снуд. Поэтому вяжем за заднюю стеночку. И пересчитывать петли не забывайте. Распускать эту пряжу очень-очень неудобно. Вяжите полегче, чтобы был вот такой пышненький узор. Либо крючок больше, либо вот как у меня, в принципе, крючок и больше. И я вяжу легко. То есть я не затягиваю. Я очень легко и плавно вяжу. То есть не уцепилась за крючок крепко, да. И петельки я протаскиваю, не затягивая, да, вот не вот так вот.
То есть я немножко ее подвытаскиваю и вот так вот протягиваю. Все. Так мы вяжем вот туда-сюда, мы вяжем до нужной нам длины. Я довязала до нужной мне длины. Здесь я просто шила, это лицевая сторона. Вот по изнанке я сшила, ниточку эту обрежу. А здесь шила просто обычными швейными нитками в цвет самого снуда. По длине он у меня получился, вот в сложенном виде, у меня получился, сейчас скажу, вот 59 сантиметров, то есть, ну, практически 60. То есть в разложенном виде это 1,20 м. Это оптимальная длина снуда для, ну, в 2 оборота. Вот такой узор получается. Теперь мне нужно будет его постирать, и отпаривать такое изделие нельзя. Можно, конечно, чтобы вот этот пух был больше, можно его немножко так начесать слегка. Можно, в принципе, обычной расческой. Вот, совсем немножко. Если хотите, конечно, чтобы вот этот вот пух, он был немножко побольше. Вот, а так просто постирать, немножко отжать, и, ну, то есть руками, естественно, и положить сушить в разложенном виде, то есть не подвешивайте его, потому что он растянется. Вообще, в принципе, изделия вязаные желательно не подвешивать, а сушить в разложенном вот таком виде. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо вам за то, что ставите лайки, за то, что пишете замечательные такие комментарии и подписывайтесь на мой канал. На канале уже очень много мастер-классов по вязанию как готовых изделий, так и узоров крючком. На канале есть мастер-классы шапок, снудов, слитков, пинеток и рукавичек. Всего-всего. Переходите, обязательно смотрите видео. И приятного вам всем вязания!